Вера, я ничего не понимаю. В рецепте написано «мешать». Я мешаю, мешаю, а тесто все равно с комками. Сколько можно мешать? Антон, ты просто мешаешь, а надо перемешать. Ты должен сделать так, чтобы тесто стало гладким. Легко сказать. Я уже 10 минут мешаю. Ладно, что дальше? Нужно добавлять молоко? Нет, не добавлять. Ты уже все добавил? Еще нет. Я сейчас добавляю сахар. Хорошо. Когда закончишь, нужно добавить ложку масла. Прямо в тесто. Добавь быстро, пока блендер чистый. Понял. Я добавил масло. Теперь нам нужна тяжелая чугунная сковородка. Ты не видела тяжелую чугунную сковородку? Она в шкафу. Тут нет тяжелой чугунной сковородки. Тут только легкая блинница. Ой, точно. Мама убрала ее. Ладно, надо брать то, что есть. Или лучше взять ту маленькую. Я возьму маленькую. Слушай, а как правильно? Класть или положить? Смотри, ты сейчас кладешь муку на стол. Это процесс. Но в тесто нужно положить соль. Один раз. Ты положил? Забыл. Сейчас положу. Все, тесто готово. Включай плиту. Будем жарить. Да. Будем жарить блины долго. Целый час. Но сначала нужно пожарить первый блин, чтобы проверить вкус. Осторожно. Масло горячее. Ну что, получилось? Эм, он порвался. Это не блин. Это каша. Ничего страшного. В России говорят «первый блин комом». Это значит, что первый раз всегда трудно. Комом — это как комок в тесте. Именно. Главное, что мы перемешали тесто, добавили ингредиенты и взяли сковородку. Попробуй еще раз. Пожарь второй блин. Ладно. Но есть этот ком буду я. Со сметаной все вкусно.